Величественный холл делового центра сиял мрамором и зеркальными поверхностями. В воздухе витал запах дорогих духов и свежесрезанных цветов, но под этой роскошью скрывалось напряжение, которое чувствовали все присутствующие. Директор компании, мужчина с усталым лицом и зализанными назад волосами, стоял напротив китайского миллионера. Его ладони то и дело тянулись к голове, пальцы сжимали волосы, словно он пытался вырвать из себя слова, которые не приходили. Пот проступал у висков, галстук душил, а взгляд метался по сторонам, ища хоть какую-то спасительную подсказку. Миллионер, напротив, был спокоен и непроницаем. Его черный костюм сидел безупречно, руки сложены за спиной. Он молча наблюдал за директором, и это молчание звучало громче любых упреков. В нем была сила человека, привыкшего решать судьбы компаний одним движением бровей. На другом конце коридора, почти незаметная в своей голубой форме, остановилась уборщица. Она с самого утра трудилась, протирая поверхности, меняя воду в ведрах, поправляя порядок там, где никто даже не замечал ее усилий. Но сейчас ее взгляд задержался на сцене. Она понимала, что-то пошло не так. Директор, который обычно проходил мимо нее, даже не удостаивая взглядом, был сломлен. В ее груди что-то жалось. Она слышала об этом визите, знала, что разговор идет о многомиллионном контракте. Она видела, как команда готовила документы, как обсуждались цифры. Но никто даже не подозревал, что все усилия могут рассыпаться за несколько минут. Секунды тянулись мучительно долго. Миллионер слегка поднял подбородок, словно собирался закончить встречу и уйти. Директор закрыл глаза, понимая, что крах неизбежен. И тогда уборщица сделала шаг вперед. Она сняла желтые перчатки, аккуратно зажав их в одной руке вместе с зеленой тряпкой. Ее голос прозвучал неожиданно уверенно, когда она заговорила, и это был идеальный китайский язык. Холл словно замер. Миллионер медленно повернул голову и посмотрел прямо на нее. Его строгий взгляд постепенно сменился интересом, потом легкой улыбкой. Она говорила спокойно и уважительно, подбирая слова так, как если бы общались не с деловым партнером, а с человеком, которому важно доверие и понимание. Она рассказала о том, что стоит за проектом не только цифры и контракты, но и мечта, и усилия многих людей. Миллионер слушал, не перебивая. В его глазах мелькнуло одобрение редкое, но бесценное. Он ответил ей на том же языке, и их короткий обмен репликами стал моментом, когда лед растаял. Директор смотрел на происходящее, не веря своим глазам. Еще мгновение назад все рушилось, а теперь его компания стояла на пороге самого крупного контракта в истории. Когда разговор закончился, уборщица лишь слегка кивнула, снова надела перчатки и продолжила протирать мраморный пол, словно ничего особенного не произошло. Для нее это было просто проявление знания, умения и человечности. Для директора же это стало уроком. Величие и спасение могут прийти оттуда, откуда их меньше всего ждешь. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.